Привет, друзья! Сегодня мы вместе с вами разберем, как защитить свои деньги и имущество в Германии от новых бытовых финансовых рисков. В ближайшие месяцы принесут серьезные юридические и технические перемены, которые напрямую затронут кошелек каждого жителя страны. Сначала важная тема для водителей. С 7 июля увеличивается количество обязательных электронных ассистентов в новых машинах. Мы с вами разберем, почему покупка нового транспорта теперь может обойтись дороже. Во второй части выпуска важное предупреждение: немецкие банкоматы получили новые инструкции в рамках борьбы с отмыванием денег, из-за которых терминалы в отдельных ситуациях может временно удержать вашу карту. А под занавес, друзья, детальная пошаговая инструкция на случай, если вы открыли заказанную в интернете-магазине посылку, а внутри оказалась пустая коробка. Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, один короткий миг невнимательности на дороге, и если идущий впереди автомобиль резко бьет по тормозам, дистанции уже не хватает. Столкновения с ударом сзади по-прежнему остаются одной из самых распространенных причин серьезных аварий на немецких дорогах. Именно поэтому в Евросоюзе последовательно расширяют перечень обязательных электронных систем безопасности. Так, с 7 июля каждая новая машина, впервые регистрируемая в Германии, должна соответствовать очередному этапу этих требований. Адаптивный стоп-сигнал не новинка, вы об этом знаете, он обязателен для всех автомобилей в Европейском Союзе с 7 июля 2024 года. Но теперь вступает в силу следующий этап, уровень С, по регламенту Европейского Союза 2019-2144. Самое важное изменение касается расширенной системы экстренного торможения. То есть, если раньше автоматика реагировала главным образом на другие автомобили, то с июля, как пишет журнал Automotor und Sport, она должна распознавать также и пешеходов, и велосипедистов, при необходимости автоматически применяя торможение для предотвращения столкновений. В черте города такая автоматика помогает решить одну из самых серьезных проблем. Ведь раньше, вы знаете, велосипедисты и обычно пешеходы оставались наиболее уязвимыми участниками дорожного движения. Более того, аварийный ассистент удержания траектории теперь становится обязательным даже для автомобилей с классическим гидроусилителем руля. Примечательно, что для моделей с электроусилителем этот стандарт уже действует с 2024 года, а теперь новое требование распространяется и на оставшиеся платформы. Владельцам бюджетных автомобилей придется привыкать к тому, что современные электронные системы будут гораздо активнее участвовать в процессе управления. Следующим серьезным изменением для любителей, скажем так, полистать смартфон на ходу становится интеллектуальная система контроля состояния водителя. Компьютерный комплекс отслеживает продолжительность поездки и еще анализирует направление взгляда, положение вашей головы, некоторые движения водителя и характер управления автомобилем. Если же система зафиксирует, что внимание водителя начинает снижаться или взгляд слишком долго остается вне дороги, она предупредит его о возможной опасности. Этот комплекс намного совершеннее привычного датчика усталости, который устанавливается на автомобиле прошлых поколений. Параллельно, друзья, реформа значительно меняет и требования конструкции автомобилей. Переднюю часть кузова и геометрию капота теперь необходимо проектировать по новым стандартам поглощения кинетической энергии. Это необходимо, чтобы снизить риск тяжелых травм головы у пешеходов при возможном столкновении. Государство последовательно также увеличивает требования к безопасности, объединяя новые цифровые функции с уже действующими системами, например, ассистентом удержания полосы, цифровым регистратором аварийных данных и интеллектуальным ограничителем скорости движения. Но, друзья, история на этом на самом деле не заканчивается. Мы с вами только что разобрались, какие новые требования начинают действовать для автомобилей. А теперь поговорим о ситуации, которая может коснуться почти каждого жителя Германии уже при следующем посещении банкомата. Многие уверены, что сегодня банковская карта находится в полной безопасности, пока она у вас в руках. Однако существует ситуация, когда терминал может оставить ее у себя, и далеко не все из вас знают, почему это происходит и как избежать подобных проблем.
В Германии банковские структуры постепенно обновляют внутренние правила работы своих терминалов самообслуживания в рамках усиления мер по защите платежных операций. В результате в отдельных ситуациях банкомат может автоматически изъять карту до выяснения обстоятельств. Эксперты по защите прав потребителей напоминают, что при работе терминала важно соблюдать простые меры предосторожности и после завершения операции обязательно завершить сеанс обслуживания. Однако, даже при аккуратном соблюдении всех рекомендаций иногда можно неожиданно столкнуться с тем, что карта останется внутри устройства. Одна из самых распространенных причин – это 3 подряд неверно введенных пин-кода. Если, друзья, система фиксирует несколько неудачных попыток подряд, она воспринимает это как возможный несанкционированный доступ и автоматически блокирует дальнейшее использование вашей карты, оставляя ее внутри терминала. Но современные банкоматы в Германии предусматривают и другие ситуации, о которых многие жители страны даже не подозревают. Одной из таких особенностей является правило 30 секунд, которое используется для дополнительной защиты клиентов. Если же карта уже вставлена в терминал, но пользователь отвлекся на телефонный звонок или слишком долго не выполняет никаких действий, система запускает внутренний таймер ожидания. Если в течение определенного времени не нажата ни одна кнопка, банкомат автоматически втягивает карту обратно внутрь устройства. В некоторых банковских сетях, включая Sparkasse и Commerzbank, этот промежуток может быть еще короче. Банки объясняют такую настройку заботой о безопасности клиентов, чтобы никто случайно не забыл карту в терминале. Но, друзья, для самого владельца подобная ситуация может обернуться потерей времени и необходимостью обращаться в банк для ее возврата или, например, перевыпуска. Вторая причина, по которой банкомат может удержать карту, связана уже с внутренними механизмами защиты банковской системы. Современные алгоритмы безопасности, используемые в таких банках, как Deutsche Bank или Commerzbank, настроены таким образом, что при обнаружении признаков возможной нештатной ситуации карта может быть автоматически временно изъята устройством. Подобные меры призваны защитить именно клиента и саму платежную систему. Например, речь может идти о попытках установки на банкомат посторонних устройств для считывания данных карты или о специальных приспособлениях, препятствующих нормальной выдаче наличных. Если же терминал обнаруживает подобный сбой или подозрительное вмешательство в свою работу, система безопасности может автоматически оставить карту внутри устройства до выяснения обстоятельств. При этом дополнительные механизмы контроля применяются и самими банками в рамках действующих европейских уже требований по противодействию финансовым преступлениям и соблюдению законодательства. В отдельных случаях внутренняя система автоматически анализирует ваши операции, которые намного отличаются от обычного финансового поведения клиента. Специалисты рекомендуют сегодня обращать внимание на те ситуации, когда неожиданно поступают крупные суммы от неизвестных отправителей, выполняются непривычные международные переводы, регулярно вносятся крупные суммы наличных через терминалы или происходят другие нетипичные для вас операции. Сам по себе любой из этих факторов не означает на самом деле нарушение, однако, друзья, в некоторых случаях банк может запросить дополнительную проверку для защиты клиента и соблюдения требований законодательства. Еще одной причиной дополнительной проверки могут стать необычные или, скажем так, непонятные формулировки в назначении платежа. Если автоматизированной системе требуется дополнительное подтверждение характера операции, банк вправе временно ограничить использование отдельных функций карты до завершения проверки. Иногда это может привести и к тому, что при следующем обращении к банкомату карта будет удержана устройством до обращения вас как клиента в банк. Как правило, после подтверждения личности и предоставления тех необходимых пояснений или документов, доступ к счету и вашей карте восстанавливается в соответствии с внутренними процедурами банка. И именно такой порядок работы банкомата все чаще становится предметом критики со стороны официальных центров защиты прав потребителей. Правозащитники отмечают, что во многих случаях клиент не получает понятного даже объяснения причин, по которым терминал удержал карту.
На экране зачастую появляется лишь краткое техническое сообщение, из-за чего человек остается даже в неведении и не понимает, что на самом деле произошло. В результате даже добросовестный клиент может неожиданно оказаться без платежной карты во время поездки в другом городе или даже за границей, столкнувшись с трудностями при оплате гостиницы, транспорта, продуктов или других повседневных расходов. Еще одна особенность касается использования банкоматов других банковских сетей. Если, например, карта была удержана устройством вашего обслуживающего банка, в некоторых случаях после необходимых проверок ее, конечно же, можно получить обратно в отделении. Но при использовании терминалов сторонних банков порядок действий нередко отличается. По внутренним правилам безопасности такие карты зачастую не возвращаются владельцу, а выводятся из обращения с последующим уничтожением. В этом случае клиенту приходится заказывать, соответственно, новую карту и ждать ее выпуска, а в отдельных тарифах может даже взиматься комиссия за срочный перевыпуск. И именно поэтому представители организации по защите прав потребителей предлагают сделать процедуру более прозрачной. То есть выводить на экран понятное объяснение причины удержания карты и предоставлять клиенту возможность быстрее получить временное платежное средство. Если же автоматический механизм защиты все же сработал и карта осталась внутри терминала, специалисты рекомендуют сегодня придерживаться четкого порядка действий. Прежде всего, запишите точный адрес банкомата, название обслуживающего банка и обязательно, друзья, время, когда произошла эта ситуация. После этого следует как можно быстрее связаться с единой службой блокировки банковских карт в Германии, напомню, по номеру 116 116. Если вы находитесь за пределами Германии, используется, конечно же, международный номер плюс 49 116 116. При этом стоит заранее уточнить у своего мобильного оператора стоимость такого звонка. Эксперты также советуют еще до возникновения подобных ситуаций проверить в своем, друзья, банке, подключена ли ваша карта к этой единой системе блокировки, чтобы при необходимости можно было максимально быстро ограничить доступ к карте и избежать каких-либо дополнительных сложностей. Но, друзья, даже если ваш автомобиль соответствует новым требованиям, а банковская карта находится в полной безопасности, остается еще одна ситуация, способная испортить вам настроение и привести к неприятному спору с продавцом. Именно поэтому третья новость касается интернет-покупок, с которыми сегодня сталкиваются миллионы жителей Германии. Представьте себе, вы несколько дней или даже недели ждете долгожданный ваш заказ. Курьер наконец приносит вашу долгожданную посылку, но после открытия коробки выясняется, что внутри товара нет. Именно для таких случаев Берлинский центр защиты прав потребителей подготовил подробные рекомендации, объясняющие, как правильно действовать, чтобы защитить свои права и повысить шансы на успешное разрешение такой ситуации. Первые тревожные признаки возможной проблемы нередко можно заметить еще до вскрытия упаковки. Специалисты сегодня рекомендуют обратить внимание, если коробка кажется необычно легкой, имеет повреждения, следы повторного заклеивания, дополнительный, например, скотч или признаки повторной упаковки во время транспортировки. Друзья, в подобных случаях юристы советуют не спешить с распаковкой. По возможности лучше открыть посылку в присутствии свидетеля и полностью записать весь процесс на камеру вашего смартфона, начиная с общего вида упаковки и заканчивая содержимым коробки. Такая видеозапись вместе с фотографиями упаковки и транспортной наклейки может стать важным доказательством при дальнейшем обращении к продавцу или перевозчику. В качестве наглядного примера специалисты приводят случай из Германии. Буквально недавно покупательница отправила свой смартфон в крупный интернет-магазин для гарантийного ремонта. Когда курьер доставил коробку обратно, она сразу обратила внимание, что отправление оказалось намного легче ожидаемого. Не подписывая документы о получении сразу, женщина предложила открыть упаковку в присутствии этого курьера. Внутри товара не оказалось. После этого отправление было оформлено как проблемная доставка, а покупательница направила продавцу письменное обращение с описанием ситуации и приложила все собранные доказательства.
Именно такая, друзья, последовательность действий, по словам специалистов, намного повышает вероятность успешного рассмотрения подобных обращений. И вот здесь мы с вами выходим на ключевой момент всей темы, после которого становится понятно, почему же подобные ситуации вызывают столько вопросов у покупателей и юристов. Такой, друзья, оперативный отказ от вручения на месте может быть важным юридическим шагом, но даже если этого не произошло, закон в Германии в целом защищает именно потребителя, то есть вас в подобных случаях. Запомните базовый принцип немецкого права. Ответственность за сохранность отправления до момента его фактической передачи и вскрытия, как правило, лежит на интернет-магазине или продавце. В спорных ситуациях именно продавец должен обосновать свою позицию и предоставлять доказательства корректной доставки и комплектации этого товара. На самом деле это означает, что при претензии о пустой посылке именно ритейлеру приходится подтверждать, что товар был отправлен и надлежащим образом передан в логистическую цепочку. Если же коробка оказалась все-таки пустой, от покупателя требуется, то есть от вас, максимально быстро зафиксировать эту ситуацию и направить письменную претензию. Профильный юрист Берлинского центра защиты прав потребителей Симон Гёц рекомендует составить подробное электронное письмо с хронологическим описанием этих событий и приложить все доступные фото упаковки и повреждений скотча. При отсутствии официального электронного адреса компании правозащитники советуют использовать классический вариант, то есть обычное заказное письмо с подтверждением о вручении. Если, друзья, ваши деньги уже были списаны через цифровые платежные системы, закон предусматривает возможность оперативно зафиксировать спорную операцию. Пострадавшему рекомендуется без лишних и задержек уведомить свой банк или платежного провайдера о возможном логистическом инциденте, чтобы запустить процедуру проверки и при подтверждении факта ошибки или мошенничества возврата средств. Параллельно с этим в адрес интернет-магазина направляется, как я сказал, досудебная претензия. В документе важно четко указать сроки либо повторной отправки товара надлежащего качества, либо полного возврата покупной суммы на банковский счет. Анализ сегодня показывает, что оптимальным сроком для реакции в таких ситуациях часто считается период около 2 недель. Профильный юрист Берлинского центра защиты прав потребителей Симон Гёце разъясняет. 14 дней – это обычно разумный и достаточный срок с точки зрения немецкого права. После его истечения спорная ситуация, как правило, переходит в более формальную юридическую стадию, где сторонам уже сложнее урегулировать вопрос без дополнительных процедур и расходов. В процессе этого разбирательства представитель торговых сетей нередко предлагает дождаться внутренней проверки со стороны службы безопасности или логистического партнера, например, DHL или Hermes. В подобных случаях важно сохранять процесс в официальной правовой плоскости и, друзья, не затягивать решение вопроса на неопределенный срок. Если же, друзья, продавец не реагирует или, например, затягивает урегулирование, безопаснее всего обращаться за специализированной юридической консультацией в профильной организации по защите прав потребителей. На этой аналитической ноте наш подробный обзор полностью завершен. Завтра я снова буду ждать вас здесь же со свежей порцией самых честных, глубоких и полезных новостей о законах, налогах и вашей финансовой, друзья, безопасности в Европе. Если вам искренне понравился сегодняшний разбор про новые обязательные системы торможения уровня С, скрытые ситуации с банковскими картами и правила защиты при получении пустых посылок, обязательно подписывайтесь, поставьте лайк и спасибо за просмотр до самого конца.